Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything to... Привет, песеры, с вами Морж. Возвращаемся в стандартное расписание. По пятницам будем крутить эпичные карты. Да, раньше были у нас иконики, теперь у нас эпики. И первые эпики в нашей игре уже представлены. Представлен у нас Интер, значит у нас здесь Снайдер с максимальным рейтингом 96, стилем креативный плеймейкер. И вот таким вот соответствием по стилю. Я, если честно, ребят, думал, что эпики тоже будут как команда недели по 90 во всех стилях. Но сделали вот так. Сразу выделяем классный по снизам, плюс, конечно же, он прокачается, но вам скажу, что опыта в него влить нужно немало. Матеус тоже у нас 96 на максимальной прокачке, будет у нас все три по 96. Отличный стиль от штрафной до штрафной, в защиту умеет, пасом обладает, ударом обладает. Короче, Матеус тут самая вкусная карточка, ну как по мне. И Берг, который раньше у нас был представлен от Арсенала, теперь есть от Интера. Кстати, когда-то я ванговал, что он будет от Интера. Кстати, я еще ванговал про Румениги. Игровой стиль оттягивающийся форвард, очень нечастый в нашей игре. Тоже 96 максимальный уровень прокачки. Ну и в принципе, карточка не самая быстрая, но в общем-то, на максимальной прокачке по статам вполне себе неплоха. С набором навыков тоже все, в принципе, у него окей, 150 игроков, то есть раньше нам в Konami продавали икоников, грубо говоря, да, ну легендарные карты с фиолетовой карточкой в таком варианте, а теперь у нас эпики в таком же варианте. Кстати, много было разговоров, что в паках с эпиками может быть гораздо больше игроков, и в принципе Konami хорошо сделала, что там их всего 150, а ведь могли долбануть и 500, и все равно, я уверен, находились бы люди, которые сливали бы и по 50 тысяч золота, чтобы забрать всех троих. В принципе, все три карты вполне себе играбельные, откровенного дерьма здесь нет. То есть, вы помните, у нас раньше там, когда выходили паки с легендами, обычно одна карточка хороша, одна середнячок, а одна, ну, вообще не очень и ловить не хочется. Здесь все три хороши, все три по 96, то есть, с максимальной прокачкой стиля на поле будут 98-99, а это уже серьезная заявочка, так сказать, на то, чтобы эти игроки были в вашем составе. Да и в принципе по позициям, что Снайдер, который может сыграть и центрального полузащитника, хотя там у него с выносливостью не все так хорошо, вот. Что Матеус, которого я бы ставил не на опорника, а именно на центрального полузащитника, потому что в атаке он тоже может помочь, не стоит его сильные качества оставлять за спиной своих игроков. Ну и Берг, который может сыграть и атакующего, но там не будет работать стиль, плюс пас у него в принципе какой есть, но прям сильно подыгрывающим он не будет. Поэтому да, все-таки оттянутый форвард для него явная позиция. Кстати, в 21 части, по-моему, я делал обзор на Берга, там он мне прям зашел, тоже был не особо быстрый, но там был у него реально крутейший удар, вот. И что меня сейчас удивило, блин, опять места закончились, ладно. Игроков быстренько квикнули, возвращаемся, собственно, к кручению наших паков. Так вот, там у него был очень классный удар, и что меня удивляет, Берг вообще как бы очень техничный футболист, а здесь по навыкам ему нарисовали всего лишь один финт. Вот это действительно такое себе. Так, значит, по Снайдеру, что выделяем сильные его стороны, это пас и удар, конечно же, но при этом у него не слишком хорошая реализация. То есть удар, да, пушечный, но параметры реализации будут отвечать за то, что залетит этот пушечный удар или нет. А с реализацией он немножечко хромает. Плюс он хорошо бьет штрафные, у него хорошая подкрутка, если вы это юзаете, если вам нужен именно игрок на это все дело, то Снайдера, конечно, можно рекомендовать. Плюс у него всего лишь один финт в навыках, то есть лишнее место финты не занимают, остальные все навыки полезные, там и на пас, и на удар, в общем, все неплохо. Да, напоминаю, что в описании, в закрепленном комментарии, ссылочка на мой телеграм, где я публикую какие-то новости, плюс ссылка на мою личку в телеграме, пиши туда, если ты хочешь задонатить с российских карт, в России, вы знаете, с этим проблемы, но любые проблемы можно решать. Цены даже ниже, чем в Google Play. В общем, по стандарту. По Матеусу, конечно же, у него выделяем сильными сторонами защиту, пас и удар. И вот если сравнивать Снайдера и Матеуса, то как бы Матеус, ну, примерно то же самое, только он еще и в защиту умеет. И тут он явно выглядит поинтереснее, чем Снайдер. Удар, кстати, у него более сильный, но с реализацией, как вы понимаете, тоже там хромает и проблемы. У Снайдера же при этом всем получше пас. Но Матеус, в принципе, как только у нас вышел в игре, даже изначально его легендарная карточка, он всегда считался топчиком. Именно жесткий универсал, жесткий работяга центра поля. Поэтому Матеус, конечно, это очень классный выбор, если он вам выпал, мои максимальные поздравления. Берг, вот он в принципе такой
чуть лучше среднего во всем. Он может и пас отдать, и реализация у него есть, и умение атаковать у него есть. Стиль достаточно интересный. Скорость не самая лучшая, как и баланс, как и выносливость. Ну, здесь, да, должны быть какие-то минусы. Сами понимаете, игроки не могут состоять только из плюсов. Плюс по навыкам у него только сомбреро, вот это меня действительно удивляет. Хотя, в принципе, играет еще и за Арсенал. Сомбреро Берг делал достаточно часто. Наверное, логично, что оно у него есть. Нелогично, что у него нет каких-то других финтов. Эх, а мне пока 11 игроков уже открыто, ни хрена мне чего-то пока не дает. Конечно, вероятность не самая большая, что я вообще кого-то выловлю. Думаю, пока в 20 я открою, почему бы и нет. Вот, но надежда всегда есть. Как вы помните, с Барселоной мне везло, с Пирлом мне везло, выпадало достаточно быстро. Тут все зависит от рандома. Кстати, вот что меня удивляет, где-то части, наверное, в 19-й, в 20-й максимально разносилось по людям, что там сделайте какие-то манипуляции, поймайте нужного игрока, а сейчас это вообще пропало, то есть я не знаю, что произошло с целевой аудиторией, вот, люди наконец-то перестали в эту всю фигню верить, естественно, тут от вас не зависит ничего, тут попадет в нужную цифру, да, так сказать, рулетка рандома, вам выпадет игрок, не попадет в нужную цифру, не выпадет, и здесь ничего не поделать. Но не могут быть какие-то манипуляции, которые сами Konami встроили, а тут по-другому быть не может. То есть, либо Konami сами сделали какой-то порядок манипуляций, чтобы выпадал игрок, но вопрос, зачем бы они это делали, вот, либо это ошибка, но такая ошибка, знаете, она слишком совпадение, что вот пролезла в игру какая-то ошибка, что сделал определенные манипуляции, выпал определенный игрок, ну, короче, такое себе. Да, кстати, общался уже с ребятами, наконец-то выпадает мне 5-звездочный игрок, но заставка не та, выпадает мне новичок Ромы, выпадает мне Дибала. А счастье было так близко, первый 5-звездочный, который мне упал за все эти паки. Что-то вообще сегодня, да, у меня везение такое себе. Ну, будем надеяться. В конце концов, даже если я не поймаю, всегда есть хорошие ребята, которые могут предоставить аккаунт на обзор, например. Эх, вот если бы еще были хорошие ребята, которые мою лень забрали и предоставили трудоспособность, чтобы я все эти обзоры писал. То есть возможность есть, а я потом сижу такой, дай, впадлу, не хочу. Ну, вот это вот все по стандарту. Но нужно себя заставлять, и я знаю, что вы ждете обзоры, вот, и, в принципе, из этих ребят, ну, наверное, хайповее всего было делать бы на Снайдера, потому что он как бы первый раз у нас в игре появился, но, с другой стороны, я понимаю, что точно мне понравится здесь Матеус, вот, ну, а на Берга, в принципе, будет достаточно легко записать, а нападающих всегда писать гораздо проще. Ладно, подумаю, что с этим всем делать. На понедельник, кстати, у нас фиалки уже анонсировано, честно скажу, ни хрена там интересного нет, вот, ну и про следующий четверг говорят, что, скорее всего, будут эпики Милана, поэтому, если собираешь Милан, то стоит оставить голдишку на следующий четверг, я думаю, должен выйти Зе, вот, который, кстати, по-моему, он в Реале же тоже играл, да, который, в принципе, может быть, когда-нибудь у нас будет представлен от Реала. Я вообще, если честно, не совсем понимаю, почему те легенды, с которыми уже подписаны контракты, которые куплены, так сказать, почему они не представляются у других клубов. Ну, Берга хорошо, вот сейчас от Интера заявили, но я вообще говорил, что, ребята, там Руминigi еще как бы играл, там ЭТО играл, там Карлос играл, там Виера играл, от Интера до хрена кто играл, и, в принципе, все эти эпики можно делать, и я думаю, Konami пойдет по такому пути, потому что пока что, вот, впечатление после обновления 23-й части, игра мне нравится, она стала мне нравиться гораздо больше, они стали делать гораздо более логично, но мне не нравится то, что ни одной эпичной карты мне сегодня не выдало, и 5-звездочную выдала всего одну. Да, улов так себе, хреновенький. Надеюсь, у вас получше, пиши в комментариях, открывал, не открывал, поймал, не поймал, а может быть уже успел наиграть и сделать какой-то вывод по поводу этих карточек. С удовольствием все это дело почитаю. Как обычно, ссылки в описании, закрепленном комментарии полезные. В общем, с вами был Морж, как всегда, до скорых встреч, пока.